В небольшом городке Заречье, где новости распространяются быстрее интернета, а соседи знают о твоих проблемах раньше тебя самого, жила семья, которую многие считали образцовой. Алексей Петрович Волков, 52 лет, инженер местного завода, человек принципиальный и честный до мозга костей. 30 лет отработал на одном месте, дом построил своими руками, никого никогда не обманывал. Жена его, Марина, 42 лет, работала в местной библиотеке, но всегда выглядела так, словно только что сошла с обложки журнала. Высокая, стройная, с каштановыми волосами до плеч и пронзительными зелеными глазами, она была предметом завистливых взглядов других женщин и восхищения мужчин. 24 года назад они поженились по большой любви. Алексей тогда был молодым амбициозным инженером, а Марина — студенткой филологического факультета. Он увидел ее в городском парке, читающую Пастернака под старой липой, и влюбился с первого взгляда. 3 месяца ухаживал, носил цветы, писал неуклюжие стихи, и когда она, наконец, согласилась выйти за него замуж, считал себя самым счастливым человеком на свете. Через 2 года родилась дочь Ольга, светловолосая, кореглазая девочка, которая стала смыслом жизни для обоих родителей. Алексей души в ней не чаял, называл солнышком, возил на рыбалку, учил водить машину, когда ей было всего 14. Марина тоже любила дочь, но по-своему она хотела, чтобы Ольга была красивой, успешной, чтобы выскочила замуж за богатого и перебралась в большой город. Годы шли спокойно. Алексей работал, Марина занималась домом и библиотекой, Ольга училась в школе. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. По выходным семья выезжала на дачу, которую Алексей купил на окраине города. Там они сажали картошку, жарили шашлыки, принимали гостей. Казалось, что так будет всегда, но время — коварная штука. Незаметно Алексей стал больше уставать на работе, чаще засыпал перед телевизором, реже обращал внимание на жену. А Марина смотрела в зеркало и видела первые морщинки в уголках глаз, замечала, как молодые девушки в библиотеке говорят о ней «тетя Марина», и понимала, что молодость уходит. Она начала заниматься фитнесом, купила дорогую косметику, записалась к стилисту. Алексей одобрительно кивал. Красивая у меня жена, но в его взгляде уже не было того огня, что раньше. Ольга выросла и в 22 года влюбилась в Дмитрия Соколова, 25-летнего парня из соседнего города, который приехал в Заречье работать менеджером по продажам в автосалоне. Дмитрий был всем, чем не являлся Алексей. Молодой, энергичный, амбициозный, следящий за модой. Он водил красивую иномарку, носил дорогие костюмы, умел красиво говорить и очаровывать людей. Когда Ольга привела его домой знакомиться с родителями, Алексей отнесся к нему настороженно. Что-то в этом парне его смущало. Слишком уж он был гладким, слишком уверенным в себе. Но Марина сразу прониклась симпатией к будущему зятю. Дмитрий умел общаться с женщинами, делал комплименты, целовал руки, говорил правильные слова. «Какая у вас замечательная семья», — говорил он. «И дочь в маму пошла, такая же красивая». Свадьба состоялась через год. Алексей потратил почти все свои сбережения, чтобы устроить дочери достойное торжество. Марина долго выбирала платье, делала прическу у лучшего мастера областного центра. В день свадьбы она выглядела не хуже невесты, и многие гости потом шептались, что теща затмила молодую. После свадьбы молодые поселились в съемной квартире в центре города. Дмитрий хорошо зарабатывал, и через год они купили небольшой дом на улице Садовой, в 5 минутах езды от дома Волковых. Ольга ушла в декрет, через 1,5 года после свадьбы родился маленький Максим, которого дедушка Алексей боготворил.
Именно тогда все и началось. Марина часто помогала дочери с ребенком. Ольга была неопытной мамой, нервничала по каждому поводу, и мать старалась ее поддерживать. Она приходила рано утром, когда Дмитрий уезжал на работу, помогала купать малыша, готовила обед, убиралась в доме. Ольга была благодарна за помощь, но иногда мать раздражала ее своими советами и попытками все контролировать. Дмитрий поначалу тоже радовался помощи тещи. Марина была хозяйственной женщиной, прекрасно готовила, умела создать уют в доме. К тому же она была красивой и ухоженной женщиной, с которой приятно было общаться. Когда он возвращался с работы уставший, дома его встречали чистота, вкусный ужин и две красивые женщины, жена и теща. Но постепенно Дмитрий начал замечать, что теща засиживается у них допоздна. Сначала это было просто помощь с ребенком, потом ужины всей семьей, потом просмотры фильмов на диване втроем. Марина была интересной собеседницей, она читала книги, следила за новостями культуры, могла поддержать разговор на любую тему. А Ольга после родов стала какой-то замкнутой, все время говорила только о подгузниках и детском питании. Первый звоночек прозвучал через полгода после рождения внука. Дмитрий заболел гриппом и остался дома. Ольга повела ребенка к педиатру, а Марина пришла проведать зятя. Принесла домашний куриный бульон, лекарства, села рядом с кроватью. «Как же ты плохо выглядишь», — сказала она, положив руку ему на лоб. «Температура высокая. Давай я тебя получше укутаю». Что-то в ее прикосновении, в том, как она заботилась о нем, показалось Дмитрию слишком интимным. Марина поправила одеяло, взбила подушку, ее духи пахли весной и молодостью. А его жена после родов поправилась на 15 килограммов, всегда ходила в растянутых спортивных костюмах. «Спасибо вам, Марина Владимировна», — сказал он. «Вы очень заботливая». «Зови меня просто Марина», — улыбнулась она. «Мы же семья». Этот момент потом вспоминался обоим как начало чего-то нового и опасного. Алексей тоже заметил, что жена стала часто пропадать у дочери. Раньше она приходила домой к 6, готовила ужин, они смотрели новости, обсуждали события дня. Теперь он часто ужинал один, а Марина появлялась в 9-10 вечера. «Ольге нужна помощь», — объясняла она. «Дмитрий много работает, ребенок маленький. Кто, кроме меня, ей поможет?» Алексей, понимающе кивал. Он и сам любил внука, радовался, что женщины в семье дружат. Многие его коллеги жаловались на конфликты с тещами или невестками, а то и с дочерьми, а у них все было гармонично. Но гармонии уже не было. Просто никто этого пока не замечал. Все изменилось в один февральский день. Ольга заболела, подхватила какую-то кишечную инфекцию, лежала с высокой температурой. Маленький Максим был здоров, но требовал постоянного внимания. Дмитрий не мог взять больничный. В автосалоне был горячий сезон, и он рисковал упустить большую сделку. Марина, естественно, взяла на себя заботу о семье. Она практически переселилась к молодым, приходила рано утром, оставалась до ночи, кормила Ольгу куриным бульоном, меняла подгузники внуку, готовила для Дмитрия. Дмитрий был благодарен. Вечером, когда Ольга спала, а ребенок тоже угомонился, они с Мариной сидели на кухне, пили чай, тихо разговаривали, чтобы их не разбудить. «Я не знаю, как бы мы без вас справились», — говорил Дмитрий. «Вы настоящая мать для нас обоих». «Не говори глупости», — отвечала Марина. «Ольга, моя дочь, Максим, мой внук. А ты тоже мне как сын». Но когда она произносила это как сын, в ее голосе слышалось что-то другое. И Дмитрий это чувствовал. На 4-й день болезни Ольге случилось то, что изменило все. Вечером, когда больная наконец заснула глубоким сном,
а ребенок спокойно лежал в кроватке, Дмитрий и Марина убирались в гостиной. Он собирал игрушки, она вытирала пыль с полок. Марина была в домашнем платье, которое подчеркивало ее фигуру. Она наклонилась, чтобы протереть нижнюю полку стеллажа, и Дмитрий невольно залюбовался изгибом ее спины, стройными ногами. В этот момент она обернулась и поймала его взгляд. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза молча. Потом Марина медленно выпрямилась, подошла ближе. «Дмитрий», — прошептала она, — «что с нами происходит?» Он не знал, что ответить. Знал только, что она прекрасна, что пахнет так, что кружится голова, что ее губы рядом, и если он сейчас не остановится... Первый поцелуй был робким, почти случайным, второй — уже осознанным. А третий... Они спохватились, когда из спальни донесся голос Ольги, зовущей маму. Марина мгновенно отстранилась, поправила волосы, пошла к дочери. Дмитрий остался в гостиной, сердце колотилось, в голове был туман. Что они наделали? Это же безумие. Она — мать его жены. Он — муж ее дочери. Это неправильно. Это аморально. Это... Но когда Марина вернулась из спальни, они снова смотрели друг на друга теми же глазами. И оба понимали, что остановиться уже не смогут. Ольга выздоровела через неделю, жизнь вошла в привычное русло. Но между Дмитрием и Мариной что-то изменилось навсегда. Они избегали прямых взглядов, старались не оставаться наедине, но напряжение между ними было настолько сильным, что его можно было резать ножом. Дмитрий пытался забыть тот вечер. Он любил Ольгу. Пусть она изменилась после родов, пусть стала менее интересной. Она мать его сына, его жена, его семья. А Марина... Марина была искушением, которому нельзя поддаваться, но искушение оказалось сильнее. Через месяц представился случай. Ольга поехала с ребенком к своей подруге в областной центр на 2 дня. Дмитрий остался один. Вечером пришла Марина, принесла домашние пирожки, сказала, что беспокоится, как он там без семьи. Они пили чай на кухне, говорили о пустяках. Марина была в синем платье, которое делало ее глаза еще зеленее. Волосы она распустила, и они волнами падали на плечи. Дмитрий пытался не смотреть на нее, но не мог. «Марина», — наконец сказал он, — «нам нужно поговорить о том, что произошло месяц назад». «А что произошло?» — спросила она, но в ее голосе слышалось лукавство. «Вы знаете что. Это было ошибкой. Это не должно повториться». Марина встала, подошла к нему, положила руки ему на плечи. «А ты уверен, что это была ошибка?» — прошептала она. «Ты думал об этом?» «Я думала. Каждый день, каждую ночь». Дмитрий пытался сопротивляться, но когда она наклонилась и поцеловала его, сопротивление рухнуло. В этом поцелуе была вся страсть, которой не хватало в его браке с Ольгой. Марина целовала его так, как будто хотела раствориться в нем, а он отвечал с отчаянием человека, который знает, что совершает непоправимое. Они занимались любовью на диване в гостиной, там же, где обычно играл их внук и сын. Это было безумие, предательство, грех и в то же время самое прекрасное, что происходило с каждым из них за долгие годы. Потом, лежа в объятиях друг друга, они понимали всю чудовищность произошедшего, но было уже поздно. Граница была перейдена, и пути назад не было. Так началась их тайная связь. Они встречались, когда Ольги не было дома, когда она укладывала ребенка спать, когда выходила в магазин. Поначалу это были краткие моменты страсти, поцелуи на кухне, объятия в прихожей, торопливая близость в тишине спящего дома. Потом встречи стали более смелыми.
Дмитрий снял небольшую квартиру под предлогом работы. Сказал, что компания предоставила служебное жилье для встреч с клиентами. На самом деле туда приходила Марина. Они проводили там по несколько часов 2-3 раза в неделю. Марина говорила дочери, что задерживается в библиотеке или едет по делам в соседний город. Дмитрий ссылался на работу, встречи с поставщиками, командировки. В те часы, которые они проводили вместе, они были счастливы. Марина расцветала на глазах. Она сбросила несколько лет, стала еще красивее, увереннее в себе. Дмитрий тоже словно заново родился. С Мариной он мог говорить обо всем. Она понимала его с полуслова, разделяла его интересы. «Ты знаешь, — говорила она, лежа у него на груди, — я никогда не была такой счастливой. Даже в молодости, даже когда выходила замуж за Алексея». «Не говори так, — просил Дмитрий. Ты же любишь его?» «Любила. 20 лет назад. Мы с ним разные люди, Дима. Он хороший человек, честный, порядочный. Но с ним я чувствую себя старой, скучной домохозяйкой. А с тобой я женщина». Дмитрий понимал ее. С Ольгой он тоже чувствовал себя не таким, каким хотел быть. Жена относилась к нему как к добытчику, к отцу своего ребенка, к мужу по обязанности. А Марина видела в нем мужчину, желанного, интересного, страстного. Но чем дальше заходили их отношения, тем труднее было скрывать правду. Ольга начала замечать странности в поведении мужа и матери. Дмитрий стал рассеянным, часто задерживался на работе, но при этом выглядел довольным и отдохнувшим. Марина тоже изменилась, стала моложавая, веселее, но иногда Ольга ловила на ее лице выражение, которое не могла понять. Алексей тоже что-то подозревал. Жена стала меньше времени проводить дома, у нее появились новые платья, дорогая косметика. На вопросы о том, где она берет деньги на такие покупки, Марина отвечала уклончиво. То премию дали в библиотеке, то подруга подарила. Прошел год. Маленький Максим научился ходить, говорить первые слова. Ольга вышла на работу, устроилась секретарем в одну фирму. Теперь Марина сидела с внуком по 3-4 дня в неделю, и у нее с Дмитрием появилось больше возможностей для встреч. Но одновременно росло и психологическое напряжение. Дмитрий начал понимать, что живет двойной жизнью, которая рано или поздно его разрушит. Он любил Марину, но не мог забыть, что она мать его жены. Каждый семейный ужин превращался в пытку. Сидеть рядом с Ольгой, которая доверяла ему, и одновременно чувствовать взгляд Марины, знать, что через несколько часов они будут вместе в их тайной квартире. Марина тоже страдала, но по-другому. Она понимала, что их отношения ведут в никуда. Дмитрий никогда не разведется с Ольгой. Он слишком привязан к сыну, слишком дорожит своей репутацией, а она никогда не оставит мужа, не потому что любит, а потому что боится остаться одна в 50 лет. «Что будет с нами?» — спрашивала она Дмитрия. «Мы так и будем встречаться тайком до старости?» «Не знаю», — честно отвечал он. «Я не могу бросить сына и не могу бросить тебя. Это разрывает меня пополам». «А я не могу смотреть Ольге в глаза», — признавалась Марина. «Она моя дочь, а я сплю с ее мужем. Какая же я мать?» Но остановиться они уже не могли. Страсть была сильнее совести, желание сильнее разума. Ситуация осложнилась, когда у Марины закончились объяснения для частых отлучек. Алексей стал задавать прямые вопросы. Где она была, с кем встречалась, почему так поздно приходит домой. Ольга тоже начала проявлять недовольство. Мать слишком часто отсутствовала, когда была нужна с ребенком. Тогда Марина и Дмитрий придумали новую легенду. Они сказали, что Марина помогает Дмитрию с работой, ведет документооборот, встречается с клиентами, которые предпочитают общаться с женщинами. Это объясняло их частые встречи
и давала возможность проводить время вместе открыто. Алексей поверил. Он знал, что жена умная, образованная, вполне может помогать зятю в бизнесе. Ольга тоже не возражала. Лишние деньги в семье не помешают. Так их тайная связь получила официальное прикрытие. Теперь они могли встречаться чаще, дольше, даже ездить в командировки вместе. Двойная жизнь продолжалась еще 1,5 года. За это время Дмитрий действительно добился успехов в работе. Отчасти благодаря тому, что мог обсуждать дела с Мариной, которая давала ему дельные советы. Марина тоже расцвела, она почувствовала себя нужной не только как домохозяйка, но и как деловая женщина. Их отношения углублялись. Это была уже не просто страсть, а настоящая любовь. Они планировали совместное будущее, мечтали о том времени, когда смогут быть вместе открыто. «Подождем, пока Максим подрастет», — говорила Марина. «Когда ему будет лет 7-8, развод родителей не так сильно травмирует. Тогда ты разведешься с Ольгой, я с Алексеем, и мы начнем новую жизнь». Дмитрий кивал, но в душе сомневался. Сможет ли он бросить сына? Сможет ли Марина предать дочь? Это казалось невозможным, но другого выхода он не видел. Между тем, ситуация становилась все более напряженной. Алексей начал замечать, что жена ведет себя странно. Она стала рассеянной, часто улыбалась без причины, по телефону говорила вполголоса. Однажды он случайно увидел, как она красится перед рабочей встречей с зятем, и что-то кольнуло его в сердце. Ольга тоже чувствовала, что в семье что-то не так. Муж стал отстраненным, мать — слишком занятой. Они оба словно жили какой-то другой жизнью, из которой она была исключена. Кризис наступил неожиданно. В один майский вечер Алексей решил сделать жене сюрприз. Купил букет тюльпанов и поехал в автосалон, где она, по ее словам, помогала Дмитрию с документами. Но в автосалоне ему сказали, что Дмитрий ушел 3 часа назад и никаких документов с тещей не оформлял. Сердце Алексея заколотилось. Где же тогда Марина? Он попытался дозвониться до нее, но телефон был отключен. Тогда он поехал к дочери, может, жена у нее. Но и у Ольги матери не было. «Мама сказала, что у нее деловая встреча с Димой», — объяснила дочь. «А что случилось?» «Ничего», — соврал Алексей. «Просто хотел подарить цветы». Он уехал, но тревога не отпускала. Интуиция подсказывала, что происходит что-то неладное. Алексей был не из тех, кто подозревает жену в измене без оснований, но сейчас факты складывались в неприятную картину. Он решил проследить. На следующий день, когда Марина сказала, что идет на очередную рабочую встречу, Алексей взял отгул и поехал за ней. Жена действительно села в автобус, но не до автосалона, а в противоположном направлении. Алексей ехал за автобусом на своей машине. Сердце колотилось. Марина вышла на остановке у новых домов на окраине города, подошла к одному из подъездов, достала ключи и вошла внутрь. Алексей припарковался и стал ждать. Через полчаса к тому же подъезду подъехал знакомый автомобиль, машина Дмитрия. Зять быстро прошел в подъезд, поднялся наверх. Алексей сидел в машине и не мог поверить в происходящее. Неужели его жена изменяет ему с зятем, с мужем родной дочери? Это было настолько чудовищно, что разум отказывался это принимать. Но факты были налицо. Тайная квартира, ложь о работе, отключенные телефоны. Алексей просидел в машине 2 часа. Когда Марина и Дмитрий вышли из подъезда, он увидел то, что окончательно убедило его в измене. Они обнимались, целовались, смотрели друг на друга влюбленными глазами. Мир рухнул. Алексей не помнил, как доехал домой. Он сидел на кухне и пытался осмыслить увиденное. Жена изменяет. С зятем. Уже давно, судя по их поведению.
А он, дурак, ничего не подозревал. Даже радовался, что в семье такая гармония. Самым страшным было понимание того, что предательство двойное. Марина изменяет не только ему, но и собственной дочери. А Дмитрий предает не только жену, но и того человека, который принял его в семью как сына. Когда вечером Марина вернулась домой, бодрая и довольная, Алексей едва сдержался, чтобы не накинуться на нее с обвинениями. Но что-то внутри подсказывало: нужно быть умнее, нужно собрать больше доказательств. «Как дела на работе?» — спросил он как можно спокойнее. «Нормально», — ответила Марина, не глядя в глаза. «Много документов разбирали с Димой. Устала очень». Ложь лилась из нее так естественно, что Алексею стало физически дурно. За столько лет брака он никогда не думал, что жена может так виртуозно обманывать. Следующие дни стали для Алексея мучением. Он ходил на работу, общался с коллегами, улыбался, но внутри все горело. По ночам лежал рядом с женой и думал: она была сегодня с ним, целовала его, занималась с ним любовью, а теперь лежит со мной и делает вид, что ничего не происходит. Алексей начал следить за женой регулярно. Узнал адрес квартиры, где они встречались. Выяснил, что квартира снята на имя Дмитрия. Даже нашел предлог поговорить с соседями. Представился работником газовой службы, сказал, что проверяет счетчики. Соседка с удовольствием рассказала о молодой паре, которая живет в квартире 47. Красивые такие, видно, что любят друг друга. Он ее на руках носит, она в нем души не чает. Правда, странные какие-то, то есть то нет. Наверное, командировочные. Каждое слово было как нож в сердце. Любят друг друга, на руках носит, а дома она играет роль заботливой жены и бабушки. Алексей думал о том, чтобы рассказать все Ольге. Но представлял, как дочь узнает, что муж спит с ее матерью, и понимал, это убьет ее. Маленький Максим останется без отца, семья разлетится вдребезги. Может, лучше поговорить с самим Дмитрием? Потребовать, чтобы прекратил эту связь? Но что, если тот откажется? Что, если они решат уйти вместе? Алексей метался между разными вариантами и не мог найти правильного решения. А время шло, ложь продолжалась, и с каждым днем было все больнее. Развязка наступила через 3 недели после открытия. В субботу утром Марина сказала, что едет к подруге в соседний город. У той день рождения. Алексей подумал, что это очередная ложь, но промолчал. «Приеду поздно», — предупредила жена. «Может, даже завтра утром». Тамара предлагала остаться переночевать. После ее отъезда Алексей не выдержал. Он сразу же поехал к дочери, застал всю семью за завтраком. «Папа!» — обрадовалась Ольга. «Как хорошо, что приехал. А где мама? Почему ты сам?» «Мамы нет, она к Тамаре поехала. На день рождения», — вырвалась у Дмитрия. «Да», — кивнул Алексей и внимательно посмотрел на зятя. Дмитрий заметил этот взгляд, и что-то дрогнуло в его лице. Он понял. Алексей что-то подозревает. Они провели день вместе, гуляли с Максимом в парке, жарили шашлыки, играли в футбол. Дмитрий старался казаться естественным, но Алексей видел его напряжение. К вечеру, когда Ольга купала ребенка, они остались наедине. «Дмитрий», — сказал Алексей тихо, — «нам нужно поговорить». Зять побледнел. «О чем, Алексей Петрович?» «Ты знаешь, о чем? О Марине. О вашей тайной квартире на улице Новой». Дмитрий закрыл лицо руками. «Вы знаете...» «Знаю. Давно следил. Скажи мне только одно. Зачем? У тебя прекрасная жена, сын. У нее семья, внук. Зачем вы разрушаете все это?» Дмитрий долго молчал. Потом поднял голову, и в его глазах Алексей увидел боль.
Я не хотел, чтобы так получилось. Клянусь вам, я не планировал. Это случилось само собой. И теперь я не могу остановиться. Я люблю ее. А жену? А сына? Люблю тоже. По-другому, но люблю. Это разрывает меня на части. Алексей смотрел на зятя и видел в нем себя 20 лет назад. Молодого, страстного, готового на все ради любви. И это делало разговор еще более болезненным. Сколько это продолжается? 2,5 года, честно ответил Дмитрий. 2,5 года лжи. 2,5 года предательства. Мы не хотели никого обманывать. Мы планировали когда-нибудь в будущем рассказать все, развестись, начать новую жизнь. А дочь моя, а внук, вы думали о них? Дмитрий снова закрыл лицо руками. Каждый день, каждую минуту. Но я не могу бросить Марину. И не могу бросить Максима. Алексей понял, что разговор зашел в тупик. Дмитрий раскаивался, но останавливаться не собирался. Марина тоже вряд ли откажется от своего счастья добровольно. Значит, выбирать придется ему. В ту ночь Алексей не спал. Он ходил по дому, курил на балконе, пил чай на кухне и думал. К утру решение было принято. Он дождался, когда Марина вернется из своей поездки. Она пришла в хорошем настроении, рассказывала о дне рождения подруги, показывала фотографии. «Марина!» — перебил ее Алексей. «Садись, поговорим». Что-то в его тоне заставило жену насторожиться. «О чем?» «О твоем романе с Дмитрием». Марина побледнела, но виду не подала. «О каком романе? Ты что, с ума сошел?» «Не ври. Я все знаю. Квартира на Новой улице, ваши встречи, вся эта ложь про работу. Знаю уже 3 недели». Марина поняла, что отпираться бесполезно. Она медленно опустилась на стул, сжала руки в замок. «Что? Что ты собираешься делать?» «Не знаю», — честно ответил Алексей. «Хочу понять, зачем. Мы прожили вместе столько лет. У нас дочь, внук. Неужели это ничего не значит?» Марина подняла на него глаза, полные слез. «Значит. Конечно, значит. Но Лёша, когда я с ним, я чувствую себя живой, понимаешь? Живой, молодой, желанный. А с тобой я просто существую». Эти слова больнее всего. Алексей понял, жена не просто изменяет ему, она разлюбила его. Давно, может, несколько лет назад. А он ничего не заметил. «И что дальше?» — спросил он. «Так и будете встречаться тайком. А Ольга? А Максим?» «Мы думали, когда ребенок подрастет, развестись и быть вместе». «Думали? Или думаешь ты? Дмитрий тоже этого хочет?» Марина замялась. Он говорит, что любит меня, но сына тоже любит. Ему трудно выбирать». «А тебе не трудно выбирать между счастьем дочери и своим?» «Трудно», — вспыхнула Марина. «Ты думаешь, мне легко? Каждый день врать Ольге, обманывать тебя? Но я не могу иначе. Я люблю его». Алексей смотрел на жену и понимал. Она действительно любит зятя. Не просто увлечена, не просто изменяет от скуки. Именно любит. И это делало ситуацию безнадежной. «Хорошо», — сказал он наконец. «Давай так. У тебя есть неделя, чтобы принять решение. Либо ты полностью прекращаешь отношения с Дмитрием, и мы пытаемся восстановить наш брак, либо ты уходишь к нему, и я рассказываю Ольге всю правду». «Лёша, нет. Не надо Ольге говорить. Это убьет ее». «Тогда выбирай. Либо семья, либо любовник». Марина расплакалась. «Это несправедливо.
Почему я должна отказываться от счастья? Потому что ты мать и жена. И за столько лет брака я заслужил право требовать выбора. Алексей ушел к себе в комнату, заперся и больше в тот день с женой не разговаривал. 7 дней, которые последовали за этим разговором, стали испытанием для всех. Марина металась между мужем и любовником, не зная, что выбрать. Дмитрий, узнав об ультиматуме, впал в депрессию. Алексей ждал и страдал. А Ольга, ничего не подозревая, продолжала жить обычной жизнью. Марина встретилась с Дмитрием на следующий день после разговора с мужем. Они сидели в их квартире, держались за руки и плакали. «Что будем делать?» — спрашивала она. «Он требует выбора». «Не знаю», — отвечал Дмитрий. «Если мы скажем Ольге правду, она заберет Максима, а я не смогу жить без сына. А я не смогу жить без тебя. Может, уйдем вместе. Уедем в другой город, начнем новую жизнь. А Ольга, а Максим поймут когда-нибудь, простят». Но оба понимали, никто их не простит. Такое предательство не прощается. Дмитрий пытался найти компромисс. Он пришел к Алексею и предложил: «Алексей Петрович, давайте найдем выход. Может, мы с Мариной будем встречаться реже, более осторожно, а через несколько лет, когда Максим подрастет...» «Нет», — твердо ответил Алексей. «Никаких компромиссов. Либо полный разрыв, либо полная откровенность. Я не буду жить в семье, где все лгут друг другу. Но подумайте о последствиях. Ольга разведется, внук останется без отца. Об этом надо было думать 2,5 года назад, когда ты решил спать с тещей». Дмитрий понял. Алексей непреклонен. К середине недели Марина была на грани нервного срыва. Она не могла есть, не спала по ночам, сбросила несколько килограммов. Ольга забеспокоилась. «Мама, что с тобой? Ты так плохо выглядишь». «Устала», — отвечала Марина. «На работе завал». «Какая работа? Ты же в библиотеке». «В библиотеке тоже бывают завалы», — раздраженно отвечала мать. Дмитрий тоже изменился. Стал молчаливым, рассеянным, перестал играть с сыном. Ольга спрашивала: «Дима, что случилось? У вас с мамой какие-то проблемы на работе?» «Да, проблемы», — кивал муж. К концу недели Марина приняла решение. Она пришла домой и сказала Алексею: «Я ухожу к Диме». «Завтра же». Алексей кивнул. «Значит, завтра я рассказываю Ольге правду». «Подожди! Дай мне самой поговорить с дочерью». «Нет, ты врала 2,5 года. Теперь правду скажу я». Алексей пришел к дочери в воскресенье утром. Ольга готовила завтрак, Дмитрий играл с Максимом на полу в гостиной. Обычная семейная идиллия. «Ольга», — сказал Алексей, — «мне нужно поговорить с тобой, с вами обоими». Дочь обернулась, увидела серьезное лицо отца. «Что случилось, пап?» «Садитесь оба. То, что я скажу, будет очень болезненно». Они сели за стол. Дмитрий был бледен, как полотно. Руки у него дрожали. Ольга смотрела на отца с тревогой. «Дмитрий изменяет тебе», — начал Алексей прямо. «Уже 2,5 года». Ольга вздрогнула, посмотрела на мужа. «Дима? Это правда?» Дмитрий молчал, опустив голову. «С кем?» — спросила Ольга, хотя, кажется, уже начинала догадываться. «С твоей матерью». Тишина была такой, что слышно было тиканье часов на стене. Ольга смотрела на отца, потом на мужа, потом снова на отца. «Что ты сказал?» «Твоя мать и твой муж встречаются уже 2,5 года. У них есть квартира, где они проводят время. Все эти командировки, рабочие встречи — ложь». Ольга медленно повернулась к мужу. «Дима, скажи, что это неправда.
Скажи, что папа сошел с ума». Дмитрий поднял голову. В глазах у него стояли слезы. «Оля, прости меня». Этого признания было достаточно. Ольга вскочила, схватила первое, что попалось под руку, чашку с кофе, и швырнула в мужа. Чашка разбилась о стену, кофе забрызгал пол. «Сволочь! Сволочь! Ты спишь с моей матерью!» Она кинулась на Дмитрия с кулаками. «Как ты мог? С моей матерью! Мерзавец!» Алексей оттащил дочь, усадил в кресло. Она рыдала, всхлипывала. «Папа, скажи, что это неправда. Это не может быть правдой». «К сожалению, это правда, доченька. Я сам видел их вместе». «Где мама? Где эта тварь?» «Дома. Собирает вещи. Сегодня уходит к Дмитрию». Ольга посмотрела на мужа с такой ненавистью, что тот отшатнулся. «Убирайся из моего дома. Сейчас же. И никогда больше не подходи к моему сыну. Оля, пожалуйста, выслушай меня». «Убирайся!» — закричала она. «Вон!» Дмитрий попытался подойти к Максиму, который сидел в углу и плакал, испуганный криками родителей. Но Ольга заслонила ребенка. «Не смей к нему прикасаться! Ты больше не его отец!» Дмитрий понял. Уговаривать бесполезно. Он молча собрал свои вещи и ушел. Оставшись наедине с отцом, Ольга разрыдалась по-настоящему. Алексей обнимал дочь, гладил по голове, как в детстве, и тоже плакал. «Папа, как мама могла? Это же я, ее дочь. Я родила от него ребенка». «Не знаю, доченька. Сам не понимаю. Она говорила, что любит меня, а сама с моим мужем». Люди иногда совершают ужасные ошибки. Это не ошибка. Это предательство. Самое страшное предательство. Алексей не мог с этим спорить. Это действительно было предательством. Двойным, тройным, множественным. Новость о романе между Мариной и Дмитрием разнеслась по городу со скоростью света. В маленьком Заречье такие скандалы становятся достоянием общественности за считанные часы. К вечеру воскресенья об измене знали все, от соседей до коллег по работе. Реакция была предсказуемой. Марину осуждали все, от продавщиц в магазине до коллег в библиотеке. «Как можно спать с зятем?» — шептались женщины. «Это же извращение!» — возмущались мужчины. Дмитрия тоже клеймили позором. В автосалоне, где он работал, начальство узнало о скандале и вызвало на ковер. «Мы не можем держать человека с такой репутацией», — сказал директор. Дмитрий подал заявление об увольнении сам. Ольга была в шоке несколько дней. Она не выходила из дома, не отвечала на телефонные звонки, только плакала и обнимала сына. Подруги пытались ее поддержать, но что можно сказать в такой ситуации? Алексей чувствовал себя разбитым. Он добился своего, разоблачил измену, наказал виновных. Но радости не было. Семья разрушена, дочь страдает, внук остался без отца, а сам он без жены, которую, несмотря ни на что, до сих пор любил. Марина и Дмитрий поселились в той самой квартире, где встречались тайком. Теперь они могли быть вместе открыто, но счастья это не принесло. Вокруг них был вакуум. Друзья отвернулись, родственники осуждали, на работе косились. Через неделю Марина попыталась поговорить с дочерью. Она пришла к дому, где жила Ольга, но та даже не открыла дверь. «Оля, доченька», — просила Марина через дверь, — «выслушай меня. Я не хотела тебя обижать. Любовь — это не то, что можно контролировать». «Убирайся!» — кричала Ольга изнутри.
Ты мне больше не мать, у меня нет матери. Оля, подумай о Максиме. Он мой внук, я имею право его видеть. Никаких прав у тебя нет. Ты их потеряла, когда спать с моим мужем начала. Марина ушла ни с чем. Больше она к дочери не приходила. Дмитрий тоже пытался восстановить отношения с сыном. Он подкарауливал Ольгу с ребенком на прогулке, просил разрешения хотя бы поговорить с Максимом. Но Ольга была непреклонна. «Ты сделал свой выбор», — говорила она. «Выбрал мою мать вместо своего сына. Теперь живи с этим выбором». «Оля, я люблю Максима. Он мой сын». «Нет. Отец не может спать с бабушкой своего ребенка. Это противоестественно». Прошло полгода. Скандал постепенно утих, городские сплетники переключились на другие новости. Но для участников драмы жизнь не стала легче. Ольга подала на развод. Дмитрий не возражал. Понимал, что шансов на примирение нет. Развод состоялся быстро, без особых споров о разделе имущества. Единственным камнем преткновения были права на ребенка. Ольга требовала полностью лишить бывшего мужа родительских прав. Дмитрий через адвоката пытался отстоять хотя бы право на встречи с сыном. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, принял компромиссное решение. Дмитрий мог видеться с Максимом 1 раз в месяц, но только в присутствии Ольги. Марина и Дмитрий жили вместе, но отношения между ними портились с каждым днем. Страсть, которая свела их вместе, угасала под давлением реальности. Дмитрий не мог найти нормальную работу. Репутация была испорчена, никто не хотел связываться с человеком, спавшим с тещей. Марина потеряла работу в библиотеке. Директор объяснил увольнение сокращением штата. Но все понимали истинную причину. Они жили на пособие по безработице и те небольшие сбережения, что были у Дмитрия. Денег катастрофически не хватало. Квартира была съемной, и когда владелец узнал о скандале, попросил освободить жилье. «Я не хочу, чтобы в моей квартире жили такие люди», — прямо сказал он. Им пришлось переехать на окраину города, в старый дом без удобств. Романтика закончилась, началась суровая проза жизни. Через 8 месяцев Марина поняла, что совершила ошибку. Страсть прошла, а Дмитрий без работы, без перспектив, без сына превратился в унылого, озлобленного человека. Он пил, обвинял во всем Алексея. Если бы не следил, жили бы спокойно. Срывался на ней. Марина начала тосковать по прежней жизни, по уютному дому, который построил Алексей, по работе в библиотеке, которую она любила, по дочери, с которой делилась всеми радостями и печалями, по внуку, которого боготворила. В один февральский день, ровно через год после начала открытого скандала, Марина пришла к Алексею. Он открыл дверь и увидел перед собой другую женщину, постаревшую, осунувшуюся, одетую в дешевую куртку. От прежней красавицы не осталось и следа. «Лёша», — сказала она тихо, — «можно войти?» Алексей молча пропустил ее в дом. Они сели на кухне, где год назад происходил тот роковой разговор. «Я ошиблась», — сказала Марина. «Во всем ошиблась. Прости меня». Алексей долго смотрел на бывшую жену. «Что хочешь? Чтобы я тебя простил? Или чтобы взял обратно?» «Хочу вернуться домой. Хочу, чтобы все было как раньше. А Дмитрий, мы расстались. Окончательно. Я поняла, это была не любовь. Это было безумие». Алексей вздохнул. «Марина, нельзя просто взять и вернуться. Слишком много воды утекло. Слишком много боли. Но я же твоя жена. Мы прожили вместе столько лет». Бывшая жена.
Алексей подал на развод после того, как Марина ушла к Дмитрию. Не потому что не любил больше, а потому что не мог жить в постоянном ожидании ее возвращения. «Но мы можем снова начать. Все с чистого листа», — умоляла Марина. «А дочь? Ты думаешь, Ольга тебя простит? Ты разрушила ее семью, лишила ребенка отца. Со временем поймет, простит. Люди все прощают». Алексей покачал головой. Не все. И не всегда. Алексей отказал бывшей жене в возвращении. Не из мести, из понимания того, что некоторые поступки необратимы. Доверие, разрушенное однажды, не восстанавливается. А семья, построенная на лжи, обречена на новые предательства. Марина ушла ни с чем. Она попыталась вернуться к Дмитрию, но тот встретил ее холодно. За месяцы разлуки он понял, что их связывала только страсть, а когда страсть прошла, ничего не осталось. «Мы оба совершили ошибку», — сказал он Марине. «Разрушили 2 семьи ради того, что оказалось миражом». Марина осталась одна. Она снимала комнату в коммунальной квартире, работала уборщицей в торговом центре. Прежняя жизнь была разрушена полностью, а новую построить не получалось. Дмитрий тоже пытался начать с чистого листа. Он уехал в областной центр, нашел работу менеджером в небольшой фирме. Зарплата была в 2 раза меньше прежней, но выбора не было. О встречах с сыном пришлось забыть. Ольга категорически этому противилась. Ольга медленно выбиралась из депрессии. Помогал отец. Он взял на себя роль второго родителя для Максима, возил внука в детский сад, гулял с ним по выходным. Помогали подруги, которые поддерживали ее в трудные моменты. Через 1,5 года Ольга познакомилась с хорошим человеком, инженером Сергеем, который работал с ее отцом. Он был разведен, детей не имел, и к Максиму относился как к родному сыну. Они стали встречаться, потом поженились. Алексей радовался счастью дочери, но сам оставался одиноким. Несколько женщин пытались с ним познакомиться. В свои года он выглядел хорошо, имел собственный дом, стабильную работу. Но Алексей не мог забыть Марину. Он по-прежнему любил ее, несмотря на все случившееся. Прошло 5 лет с момента разрыва. Маленький Максим пошел в школу. Он называл Сергея папой и почти не помнил Дмитрия. Ольга родила от 2-го мужа дочку Аню. Семья была крепкой и счастливой. Алексей стал дедушкой во 2-й раз. Он обожал обоих внуков, проводил с ними все свободное время. Работал он теперь меньше, здоровье начало подводить, а желания карьерного роста не было. О Марине он знал мало. Слышал, что она живет в областном центре, работает на заводе, замуж больше не выходила, детей не рожала. Изредка кто-то из знакомых рассказывал, что видел ее на автовокзале или в магазине, постаревшую, уставшую женщину, в которой трудно было узнать прежнюю красавицу. Дмитрий тоже обзавелся новой семьей. Женился на коллеге по работе, у них родилась дочь. О прошлом предпочитал не вспоминать. Жена знала, что у него есть сын от 1-го брака, но подробности их развода Дмитрий не рассказывал. Максим иногда спрашивал у матери и деда про своего настоящего отца. Ольга отвечала уклончиво. Он живет далеко, у него своя семья. Подробности она планировала рассказать сыну, когда тот повзрослеет. Алексей часто думал о том, как сложились бы их жизни, если бы он не узнал об измене. Может, Марина и Дмитрий со временем расстались бы сами? Может, все утихло бы, и семья осталась бы целой? Но потом он смотрел на дочь с новым мужем, на счастливых внуков и понимал, правда все равно всплыла бы. Ложь не может длиться вечно, а чем дольше она длится, тем болезненнее разоблачение. На 6-й год после развода случилось то, чего никто не ожидал. Алексей ехал из командировки на поезде и в вагоне-ресторане увидел Марину. Она сидела у окна,
пила чай и смотрела на мелькающий за окном пейзаж. Выглядела усталой, но не сломленной. В ее лице появились морщины. Волосы стали сидеть, но что-то от прежней красоты все-таки осталось. Алексей долго не мог решиться подойти. Они не виделись 5 лет, с того самого дня, когда она просила взять ее обратно. Что сказать? О чем говорить? Но любопытство оказалось сильнее осторожности. Он подошел к ее столику. «Марина?» Она подняла голову, увидела его, и в ее глазах мелькнула целая гамма чувств. Удивление, радость, боль, стыд. «Лёша, какая неожиданность. Можно присесть?» Она кивнула. Алексей сел напротив, заказал чай. Несколько минут они молчали, не зная, с чего начать разговор. «Как дела?» — наконец спросил он. «Нормально. Работаю на заводе, снимаю квартиру. А у тебя как?» «Тоже нормально. Ольга вышла замуж 2-й раз, родила дочку. Максим в школе учится. Он меня помнит?» «Нет, почти не помнит. Отчима папой зовет». Марина кивнула. В глазах блеснули слезы. «Это правильно. Так лучше для него». Они говорили осторожно, как чужие люди. Но постепенно лед размораживался. Марина рассказала о своей работе, о небольшой квартире, которую снимает. Алексей о внуках, о работе, о доме, который кажется слишком большим для одного человека. «Ты не женился больше?» — спросила Марина. «Нет. А ты?» «Тоже нет. Кому я нужна такая?» «Не говори глупости. Ты все еще красивая женщина». Марина горько усмехнулась. «Красивая женщина, разрушившая 2 семьи. Кто захочет связаться с такой?» Поезд прибывал в город, где Алексею нужно было выходить. Они попрощались сдержанно, как старые знакомые. «Береги себя», — сказал он. «И ты береги себя». Алексей ушел, но весь оставшийся путь думал об этой встрече. Марина выглядела одинокой и несчастной, и, несмотря на все, что между ними было, ему было ее жаль. После встречи в поезде Алексей не мог забыть бывшую жену. Он понимал, что она страдает, что расплачивается за свои поступки полным одиночеством. И в его сердце, несмотря на все обиды, шевелилось сочувствие. Он начал думать о прощении, не о возвращении. Это было невозможно. Но о том, чтобы простить, отпустить злость и боль, которые отравляли жизнь им обоим. Алексей написал Марине электронное письмо. Долго выбирал слова, несколько раз переписывал. В итоге получилось коротко и честно. «Марина, после нашей встречи в поезде я много думал о нас, о том, что было, и о том, что есть сейчас. Я хочу сказать тебе, я тебя прощаю. Прощаю за все, за измену, за ложь, за боль, которую ты причинила мне и Ольге. Не потому, что считаю твои поступки правильными, а потому, что держать в сердце злость нет сил. Мы оба наказаны достаточно. Ты потеряла семью, дочь, внука. Я потерял любимую женщину. Давай не будем терять еще и человеческое достоинство. Желаю тебе найти покой и, если возможно, счастье. Алексей». Ответ пришел на следующий день. «Лёша, твое письмо заставило меня плакать. Не от жалости к себе, а от благодарности. Спасибо за прощение. Я не заслуживаю его, но оно дает мне силы жить дальше. Я тоже прошу у тебя прощения за все, что натворила, за боль, которую причинила. Если бы можно было повернуть время назад, я бы поступила по-другому. Но время не поворачивается,
и нам остается только учиться жить с последствиями наших выборов. Береги себя. Марина. Эта переписка не привела к возобновлению отношений, но дала обоим то, что было необходимо — внутренний покой. Алексей перестал мучиться воспоминаниями о предательстве. Марина перестала изводить себя чувством вины. Прошло еще 8 лет. Максиму исполнилось 16, он стал высоким, красивым парнем, очень похожим на Дмитрия. Ольга рассказала сыну правду о его происхождении. Аккуратно, без лишних подробностей. Максим отнесся к этому спокойно. Сергей был для него настоящим отцом, а биологический родитель остался просто фактом из прошлого. Алексей жил тихо и размеренно. Вышел на пенсию, занимался садом, нянчил внуков. Здоровье пошаливало, но не критично. Одиночество его больше не тяготило. Он научился ценить покой. Марина переехала в небольшой городок, устроилась библиотекарем в местной школе. Работа была по душе, напоминала о прежней жизни. Жила она скромно, но достойно. Иногда встречалась с одиноким учителем физики, но серьезных отношений не строила. Берегла остатки душевных сил. Дмитрий успешно руководил отделом продаж в крупной компании. У него росло 2 детей, сын от Ольги и дочь от второй жены. С сыном отношения не складывались. Максим так и не захотел общаться с биологическим отцом. Дмитрий не настаивал, понимая, что сам виноват в разрыве. Ольга была счастлива во втором браке. Сергей оказался хорошим мужем и отцом. У них родился еще один сын, так что в семье росло 3 детей. О прошлом Ольга вспоминала редко и без боли. Время действительно лечит. Семейная драма, потрясшая когда-то маленький город, стала историей. Новое поколение знало о ней понаслышке, а то и вовсе не знало. Жизнь продолжалась. Все участники той истории сделали свои выводы. Алексей понял, что доверие — основа семьи, и без него нет смысла в совместной жизни. Марина поняла, что страсть — плохой советчик, а предательство близких непростительно. Дмитрий понял, что за каждый выбор приходится платить, и цена иногда оказывается неподъемной. Ольга поняла, что жизнь может быть жестокой, но она всегда дает второй шанс тем, кто готов его использовать. А маленький Максим, ставший взрослым молодым человеком, понял главное. Семья — это не только кровь, но и любовь, верность, готовность быть рядом в трудную минуту. И по этим меркам его настоящий отец, тот, кто растил его, учил жизни, делил с ним радости и печали. История закончилась не хэппи-эндом, а чем-то более важным, пониманием того, что каждый поступок имеет последствия, каждый выбор меняет судьбы, и за все в жизни приходится платить. Но платить можно с достоинством, извлекая уроки и не теряя человечности. Такая история может случиться в любом городе, в любом поселке. Люди любят, изменяют, прощают, страдают, начинают сначала. И жизнь продолжается, сложная, противоречивая, болезненная, но единственная, которая у нас есть. Эта история — напоминание о том, что семья хрупка, как стекло, а доверие, разбитое однажды, склеить невозможно. Берегите тех, кто рядом с вами. Цените то, что имеете. И помните, за каждое предательство приходится платить не только самому предателю, но и тем, кто его любит. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишите, из какого города или страны вы нас смотрите.